Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Ребята, вы, конечно, помните, что у меня самая богатая коллекция сиреноголовых. Если вы пропустили предыдущие две части, то можете перейти на них по ссылкам, которые вы найдете в описании под видео. Также не забывайте подписываться на мой чудо-канал, потому что если вы подпишетесь и нажмете на колокольчик, то уж точно не пропустите ничего самого интересного и первыми узнаете о самых криповых персонажах от хоррор-мейкера. Сегодня я слеплю аж целых 10 новых видов сиреноголовых. Автором всех этих персонажей являюсь я, хоррор-мейкер. Именно я их придумал специально для вас и, между прочим, не без вашей помощи. Потому что именно вы, мои дорогие зрители, даете мне подсказки в своих комментариях, новые идеи и помогаете мне выбирать криповых персонажей. Прототипом новых видов сиреноголовых является никто иной, как сиреноголовый классический, придуманный Тревором Хендерсоном. Сначала я слеплю коронавирусоголового. Коронавирусоголовый возник совсем недавно, после того, как на Земле стал распространяться коронавирус. Как мы видим, у коронавирусоголового не две головы, а только одна. Вместо двух сирен у него коронавирус. Точнее, голова в форме коронавируса. Такую форму голова сиреноголового приобрела в результате мутации. После того, как сиреноголовый подвергся воздействию вируса. Вы уже видели в одном из моих роликов мутировавшего в результате нападения коронавируса сиреноголового, который очень потолстел. Ссылку на ролик про толстого сиреноголового вы можете увидеть в плейлисте, посвященном семействам сиреноголовых, в описании под видео. Становится понятным, что жуткие криповые персонажи подвержены атакам вирусов точно так же, как и люди. Хотя, возможно, вирус проникает в хоррор персонажей не таким способом, которым он проникает в тела людей. Да и влияет он на них, судя по всему, по-другому. Коронавирусоголовый – очень опасный вид сиреноголовых. Он может заразить кого угодно не только путем прикосновения, но и путем своего специального крика в определенном частотном диапазоне, менее 10 Гц. То есть это очень низкий диапазон за пределами слухового диапазона человека. Мы не можем услышать этот крик, но легко можем заразиться от него. Так что, друзья, берегите себя. А еще коронавирусоголовый характеризуется тем, что голова его постоянно пульсирует. Вот такой у меня получился коронавирусоголовый. Следующим я буду лепить майнкрафтоголового. Для лепки я использую пластилин зеленого цвета. Как вы уже догадались, название этого вида сиреноголовых говорит само за себя. Этот монстр пришел к нам из суперпопулярной игры Майнкрафт.
Он имеет прямоугольные формы, цвет его зеленый, в отличие от большинства других сиреноголовых, которые серого цвета. Также его характерной особенностью является специфическая пиксельность. Этот сиреноголовый любит накапливать ресурсы, поэтому он запасается едой. Он довольно опасен для других живых существ. Вот такого майнкрафтоголового я слепил. Лично мне он нравится. А вам? Как вы уже поняли, все виды сиреноголовых, которых я сегодня леплю, довольно редкие виды. Очень специфические. О них почти ничего не известно. Я надеюсь постепенно изучить их досконально и полагаюсь в этом на помощь других монстроведов. Следующим я буду лепить Brawl Stars голового. Этот сиреноголовый принадлежит к отряду одноголовых сиреноголовых. Вместо головы у него эмблема Brawl Stars. Мне кажется, что этот сиреноголовый совсем не опасен, скорее дружелюбен. Но наверняка я этого утверждать не могу. Вот такой он, Brawl Stars головый. А теперь наступила очередь сиреноголового из одной из наиболее известной компьютерной игры Doom. Это Думоголовый. Он двуглавый. Одна голова у него обычная сирена, как у классического сиреноголового. Но вот вместо второй сирены у него оружие из игры Doom. И я сейчас леплю это страшное оружие. И как вы уже догадались, этот сиреноголовый чрезвычайно опасен. Причем не только для людей, но даже для своих соплеменников сиреноголовых. Зафиксировано несколько случаев гибели обыкновенных сиреноголовых от Думоголового. Посмотрите на него внимательно. Понимаете, что с этим сиреноголовым нужно быть очень осторожным? То-то. Сейчас я начинаю лепить очень необычного сиреноголового. Картункетоголового. У этого сиреноголового две головы,
Одна слегка трансформированная сирена, которая по всей вероятности скоро приобретет вид головы Cartoon Cat'а. Вторая, уже полностью трансформированная голова, полностью напоминающая голову Cartoon Cat'а, одного из самых опасных существ Тревора Хендерсона. Cartoon Cat'оголовый очень опасный, коварный и кровожадный. В отличие от многих других сиреноголовых, это существо может делать фантастические прыжки, а в издаваемых им звуках можно услышать звуки, напоминающие мурлыканье. Вот такой он, Cartoon Cat'оголовый. Далее я буду лепить SCP-голового. Это монстр двухголовый сиреноголовый. Вместо сирен у него, что бы вы думали? Ну да, они самые каплеглазики. SCP-головый не один. У него есть и другие сородичи. Вместо сирен голов, у которых головы различных объектов SCP. Такое развитие этой ветви сиреноголовых началось после того, как у персонажей Тревора Хендерсона началось противостояние с объектами SCP-фонда. Путем такой необычной мутации эти сиреноголовые втираются в доверие к объектам SCP, а затем уничтожают последних. Для людей они практически безопасны. А вот для объектов SCP представляют собой огромную опасность. Вот такого SCP-голового я слепил. Как вам? А сейчас я буду лепить фигурку дулеголового. По-другому его еще называют фигоголовый. Очень странный и непонятный вид сиреноголовых. Для кого это дуля? Лично мне пока совершенно непонятно. Возможно, это знак протеста. Но против кого или чего? Думаю, что мне придется серьезно покопаться для того, чтобы получить информацию, позволяющую сделать выводы о происхождении такой странной, необычной головы. Опасен ли этот сиреноголовый? Пока не знаю. Думаю, что на всякий случай не стоит с ним контактировать. Вот такого дулеголового я вылепил. А что, симпатяга! А теперь я начинаю лепить одного из самых экстравагантных сиреноголовых – деньгоголового. Я вылеплю одну голову в виде американского доллара, а вторую голову слеплю в виде британского фунта стерлингов. Что за странные головы? Неужели сиреноголовые пользуются деньгами? Конечно же нет. Во всяком случае, они не пользуются ими в нашей земной реальности. Но, возможно, такой вид сиреноголовых возник для того, чтобы перенести информацию о двух популярных земных валютах в свою сиреноголовую реальность. Вот такого деньгоголового я слепил, друзья. Похож? А сейчас я леплю самого неуравновешенного, самого буйного и непредсказуемого сиреноголового, психоголового. Как вы видите, у него две головы, причем одна дурнее другой. На одной голове видна безумная улыбка и высунутый язык. На другой, большая редкость, глаза. Никогда раньше я не видел у сиреноголовых глаз.
А тут на тебе. Совершенно обезумевшие глаза. Да еще с очками, и мозги видны. Психоголовый издает не рев, характерный для обыкновенного сиреноголового, а какие-то непонятные звуки. То ли бульканье, то ли стоны, то ли какое-то непонятное и невнятное бормотание. Да уж, не хотел бы я повстречаться с таким. Слава богу, что на него надета смирительная рубашка. Иначе он был бы очень опасен. Мне не хочется верить, что на свободе гуляют такие другие психоголовые. И, наконец, леплю семафороголового. Слепить этого сиреноголового меня неоднократно просили мои подписчики. У него головы представляют собой знак семафора. Одна с красным цветом, другая с зеленым. По своему строению этот монстр очень похож на обыкновенного сиреноголового. Такой же худой, можно сказать тощий, такой же жилистый и, безусловно, очень сильный и опасный. Вот такого семафороголового я слепил. Ну что, друзья, как вам новые виды сиреноголовых? Будете лепить их из пластилина вместе со мной? Уверен, что вы сможете лепить не хуже. Не забывайте подписываться на мой прекрасный канал и нажимать на колокольчик. Когда нажмете на колокольчик, выбирайте все, потому что тогда вы не пропустите самого интересного. До встречи! С вами был Horror Baby.